Кстати, у нас же, по идее, из ада кто-то теперь может выходить. Где мы построим сам дом? Давайте посмотрим сейчас. Он говорит, что он работает. И он не будет на меня работать. И всем привет, дорогие друзья, с вами Супер, и добро пожаловать в Майнкрафт, и добро пожаловать на вашу любимую рубрику Майнфортресса. Что ж, прошлая серия вам очень понравилась, поэтому я записываю новую серию, новые дни, а жители все те же старые. Вон Брэндон, вон Джастин, где-то наверняка есть Дилан. В общем-то, я надеюсь, вам понравится видео, понравится этот мод, а если так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а также перед началом у нас рандомный комментарий залетает от Винни, который пишет: «Дракон приручает дракона». Гениально. Я тоже считаю, что это гениально. А если вы еще не видели, то обязательно посмотрите по подсказке справа. Ладно, а я всем желаю приятного просмотра, заварите чуху и погнали. Всем приятного просмотра. Ну и что же, давайте начинать. Чем же мы займемся сегодня? Здорово, жители, здорово всем. И давайте посмотрим, каких профессий у нас еще нету. То есть у нас есть фермеры, у нас есть фишермены, у нас есть охранники и так далее. Кого же у нас нет? Во-первых, это, конечно же, железных майнеров, которые должны работать железными кирками, и ламберджеков. Но если такой дом, то он у нас вроде как один есть. Где-то он вот тут, вот этот вот, по-моему, дом. Да, вот, Stone Miners. Это именно тот дом. То железных ламберджеков у нас вообще нету. То есть дом нужно построить. Окей. Также мы можем пойти в алмазных, но для этого нам нужно будет найти алмазы. Все вот эти три, к сожалению, в данном обновлении еще недоступны. Эти тоже нет. И единственный, кто нам еще доступен, это Арчер. То есть тот, который заведует луком, стрелец, боец, все такое. А вот насчет этого я даже не знаю, у него даже нету никакого описания. Ну, ладно. Этот баг был давно, этот баг, видимо, так и остался, и, скорее всего, он также должен быть в новых релизах. Короче, единственного, которого мы можем сейчас создать, это ламберджек, вот этот Stone ламберджек и лучник. Давайте, в принципе, этим займемся. Но перед тем, как заниматься новыми профессиями, давайте я быстренько расскажу, что у нас есть, в принципе, с прошлого. Во-первых, это, конечно же, Wooden майнеры и Wooden ламберджеки. Те, кто добывает камень, и те, кто добывает дерево. Также у нас есть вот этот вот рыбак. Он находится вот тут вот у себя в хижине рыбацкой. Сейчас он, к сожалению, не рыбачит, сейчас он пошел на отдых. Но, в принципе, он у нас также есть. И, в принципе, вот эти вот большие дома, в которых живут обычные жители. Ну, в принципе, чтобы расширять популяцию селения, нужно строить именно вот такие дома. Ну еще я в конце прошлой серии создал вот эту церковь. И она, в принципе, никакой пользы не несет, она просто есть. Для красоты, можно сказать. Ну, в принципе, она тут на горе и выглядит довольно вот так вот красиво, поэтому... Ну, хорошо, что она там есть. Ладно, давайте займемся как раз-таки ламберджеками. Stone Lumberjacks Miners. Для этого мне нужно выбрать какого-нибудь жителя. Давайте это будет Брэндон. Брэндон, так. И я ему сейчас скажу его строить. Что для него у нас не хватает? Stone Lumberjack. И для него не хватает только 51 ступени. Для этого заходим вот сюда в крафтинг и перекрафчиваем вот эти вот доски. В принципе, у нас, оказывается, и так было очень много досок, поэтому просто сейчас вот так вот делаем. Знаете, как сделаем? Мы вот сейчас вот так вот сделаем, а все остальное перекрафтим. Пусть у нас будет с запасом. И, в принципе, теперь мы точно можем создать. Правильно или нет? Чего-то еще не хватает. Stone Lumberjack House не хватает. Еще каменных ступеней. Опять же, давайте с запасом, раз, и все, 220 ступенек у нас есть, и теперь мы точно можем создать спокойненько этот хаус. Да, Stone Lumberjack House. Вообще у нас дереводобыча находится вот в той стороне, и вот тут вот они сами сажают деревья и их добывают. Правда, добывают они их как-то очень криво, потому что, посмотрите, остаются довольно такие плохие вот такие деревья. Ладно. В общем-то, где мы построим сам дом? Давайте посмотрим сейчас. В принципе, у нас вот тут есть свободная территория. Я думаю, она подойдет, только нужно его вот так вот как-нибудь повернуть, и нормально все. Пусть Брэндон его строит, но чтобы он нормально начал строить, давайте мы поспим, наверное. Вроде как уже ночь. Короче, пока я пытался лечь спать, он уже практически все достроил. Ну, прям оно быстро как-то работает. А, по-моему, в прошлой серии они работали гораздо медленнее. Мне так казалось, по крайней мере. А этот прям вот быстро-быстро все ставит, и уже практически дом готов. Это прикольно.
То есть это реально, вот мы смотрим, мы говорим, я что-то говорю, и все, дом построен. То есть я даже не успел поспать. И это на самом деле очень классно. Может, Брэндон у нас такой хороший работник, я не знаю. И, в принципе, все, 100% у него жизни, у этого дома, и мы можем создавать ламберджеков с железным топором. Только единственная проблема то, что мы не можем, по-моему, уволить каменным, поэтому на профессию железного ламберджека нужно будет нанимать новых абсолютно граждан. А для этого нужно строить большие дома, потому что свободных жителей у нас не так много. Хотя вот у нас Хенри родился. Ладно, давайте поспим. И все, мы поспали, и давайте посмотрим, кого мы можем куда нанять сейчас. Manage Professions. А у нас есть 3 колониста свободных, и посмотрим, что для них нужно. Для них нужны как раз-таки эти железные топоры, которых у нас нету. Нам нужно плавить железо. Есть ли у нас железо? Давайте посмотрим. Redstone, натуральные блоки, вот. Ингредиенты. Всего 6 железа они добыли за все время. Ладно, мы давайте так как сделаем. Заходим в печку, суем туда это железо, чтобы найти его. Вот, все, вот оно. И получается, оно сейчас пережарится. А тут у нас есть еще уголь. Его мы используем для освещения, потому что жарить мы, в принципе, можем и на досках. Правильно. И теперь, раз уж они добыли так мало железа, нужно найти, где это самое железо, да, вот как здесь, и заставить их его добыть. Где-то есть этот самый свободный майнер? Ну, допустим, ты. Давай, сейчас я тебя заставлю работать. Сейчас ты будешь вот это копать, понял? Он говорит то, что он не свободен. Он говорит то, что он работает. И он не будет на меня работать. Потому что он работает и занят другим делом. Все понятно с тобой. Ладно, тогда сейчас возьмем какого-нибудь Хенри. Он абсолютно безработный, он ничего не делает. И он сейчас будет каменной киркой добывать это железо. Потому что майнеры отказываются этим заниматься. Это просто прекрасно, да? Вот, Натан, ты, по идее, должен работать. То есть, ты должен добывать руду. При этом ты просто копаешь вот эту территорию, и они не знают, что делать с вот этой водой, кстати. Они просто не знают, как этим пользоваться. И при этом они вообще не реагируют на мои команды. То есть, я им говорю копать, они говорят, нет, я уже копаю, и то, что тут железо копать, я его не могу копать. А то Хенри вот деревянной киркой вполне себе может его копать, и даже, по идее, оно добудется, потому что тут не работает какое-либо ограничение на то, что они могут добыть руду деревянной киркой. Давайте посмотрим. Вот, да, 2 железа, которые он сейчас добыл. И давайте 6 мы уже заберем. И, по идее, теперь мы можем сделать новых рабочих в нашу шахту, чтобы дело пошло быстрее, и для этого нам нужно создать вот так вот доски, создать палки. У нас, оказывается, были палки, ладно. И сделать вот так вот 2 кирки, наверное. Пойдет? Хотя одну кирку, по-моему, там еще потому что лопаты нужны, но это не точно. Майнер и... Да, нужна 1 лопата, поэтому мы не можем 2 кирки сделать. Хотя, с другой стороны, у нас есть вот эти еще 2 железа, которые он сейчас добыл. И тут, кстати, еще можно добыть. Нужно кого-то выбрать. Ты у нас работает? Работаешь, да. Он майнинг, он не может работать. Все, вообще вот тут мы должны запомнить то, что тут троятся все, которые не работают, и еще некоторые. То есть там есть, которые приходят просто туда отдохнуть, и есть, которые не работают. В принципе, те, которые пришли отдохнуть, они тоже, по сути, не рабочие, и их можно использовать для работы. Вот как-то так эта механика работает. В общем-то, пусть добудет вот эту территорию, все. Может, он найдет, кстати, еще даже железо. И вот это вот потом еще нужно быть, чтобы они добыли. А я тогда сейчас беру вот это, и делаю, во-первых, 1 лопату. Все, вот так вот как-нибудь. Туда, вот сюда. А во-вторых, беру еще железо и делаю 1 топорик. И получается, мы сейчас сделаем 1 ламберджека. Вот таким вот образом. Бам! Все, он сейчас создаться, и кто-то из свободных жителей станет этим самым ламберджеком. Вот, смотрите, Джастин, походу, стал ламберджеком. Да, ламберджек левел 2. И он теперь пойдет добывать вот эти деревья, которые там растут. И также создадим 1 майнера. Так, пау, все. По идее, он сейчас создается, и сейчас посмотрим, кто им станет. По идее, это тот самый наш Брэндон, да. Брэндон у нас теперь шахтер. Обидно, конечно, мне он нравился то, что он просто свободный, да ладно. В принципе, тут он будет полезен довольно. Главное, чтобы он просто вот так вот не стоял, тогда он точно будет полезен. И просто посмотрите, они добывают под друг другом блоки, потому что, у этих задача тут добывать, а этого задача тут добывать железо. В общем, гениальность этих жителей, она просто, на пределе, на самом деле.
В общем-то, ладно, чем больше жителей, тем больше рабочей силы, тем лучше. Поэтому предлагаю, нужно создать побольше вот таких вот больших домов. А для этого что? А для этого мы заходим сюда, берем Big House и выбираем для него место. В принципе, это все просто. Я думаю, даже можно вот тут где-нибудь на берегу поставить, никто не будет против. И, в принципе, все. Он сейчас тут построится. Только вот кто будет работать, я не очень знаю. Подожди, Трэвис? Я Трэвиса сюда отправил? Да, я Трэвиса сюда отправил. Ладно, и давайте выберем какого-нибудь еще жителя. Хантер. По идее, он другим занимается. Ладно, тогда Хенри. Вот, он, походу, свободный, и мы можем заставить его работать и строить еще одно здание, по идее, да. Нам хватает вполне себе ресурсов, и где мы построим еще один большой дом. Наверное, вот где-нибудь вот здесь будет нормально построить дом. Поэтому поворачиваем его в эту сторону. Ну и, в принципе, все, и, в принципе, строим. Самое главное, чтобы они не стали его добывать, потому что, по идее, тут зона насаждений вот этих вот. Хотя она вроде впритык шла к полю, поэтому вот тут поле, вот тут деревья, по идее, вот в этой стороне уже нету деревьев. Ну да, тут нет саженцев, значит, скорее всего, они тут не сажают. Они добывают дерево именно вот в этой стороне. И это, в принципе, хорошо. Вообще, мы можем это посмотреть вот тут вот, да. В принципе, вот зона добычи дерева, вот зона добычи еды. Ну, точнее, не еды, а пшеницы, ну и еды в том числе, потому что она делается из вот этого вот все. Конечно, я думал, что это будет поле пшеницы, а как оказалось, они сюда сажают вообще все, что нашли. К примеру, свеклу, там, наверное, картошка где-то есть, морковка. Хотя, по-моему... вот, да, картошка есть. Ну, наверное, морковка тоже где-то есть. Ладно, я это искать не буду, но, в принципе, я просто про то, что они сажают все, что видят. Интересно, если им вот эти вот семена тыквы дать собрать, то они и тыквы туда будут сажать. Ну, нафиг надо, поэтому проверять я, пожалуй, не буду. Мне не нужна тыква там еще. Кстати говоря, посмотрите, как работают селянины, ну, точнее, фермеры. Они очень прикольно просто это делают, они реально пау-пау-пау-пау-пау, и засаживают. Я даже не представляю, сколько у них этих семян, то, что они уже какой ряд сейчас засаживают прям при мне. И у них они не кончаются. Я не знаю, откуда они столько семян прямо сейчас нашли. Ладно. А что они вообще сажают? По-моему, свеклу. А нет, это пшеница пошла уже. Короче, они сажают, да, все подряд. Вон свекла опять, походу. А будет ли картошечку? Картошечку посадите? По-моему, они уже при мне, по-моему, сажали картошку, но это не точно. Нет, походу, картошку они не посадят, но я видел то, что где-то они ее все-таки посадили. Кстати, вот тут есть выросшая картошка. Почему они ее не собрали, я не знаю. А еще пошел дождь, прям такой ливень. И это, конечно, немножечко пугает наших жителей. Хотя, я думаю, они и в ливень работают. Как-никак, выживать-то надо, колонисты к такому приспособлены. Единственное, главное, чтобы они потом не заболели. Просто я не знаю, могут ли они болеть или нет. Что ж, Джастин прям при мне только что закончил дом, я думаю, вы видели. И, в принципе, следующий дом строится вот здесь, но где рабочий, я не знаю, возможно, уже ночь, поэтому он ушел. Давайте проверим. Да, как вы видите, была ночь, давайте мы сейчас поспим, и, по идее, все, утро, дождь заканчивается, облака расходятся, и Раймонд родился в деревне. Да, мы построили вот этот дом, и теперь у нас будут рождаться новые жители. Главное, чтобы им хватало еды, но, по идее, у нас есть Форестер, и еды должно хватать. Не, ну в принципе, это очень даже съедобно. Но как-то я сейчас зашел в эту вкладку, и мне кажется, что еды немножко мало. Эту всю они сразу засаживают. Нет, подожди, нет, они ее не засаживают, потому что нужны семена именно, а не сама свекла. Ну тогда вот, у них есть чуть-чуть свеклы поесть. Ну как чуть-чуть, даже они нормально так собирают. 35 Rotten Flesh, ну в крайнем случае. Uncraftable Potion, я без понятия, откуда у них. И пуферфиш. Пуферфиш тоже вполне себе съедобный, вот так скажу. Я обожаю иглобрюхов. Просто, ну, вы сами понимаете, ты любишь иглобрюхов? Мы любим иглобрюхов. Вот и я люблю иглобрюхов, поэтому, ну, как бы грех не воспользоваться. Поэтому давайте мы даже сделаем как. Мы сделаем вот так, и грех не воспользоваться моментом. И, в принципе, все. Когда мы вот так вот взяли и употребили вкусного иглобрюха, можно идти шататься по деревне и приставать к жителям. Я думаю, так делает каждый мэр любого города. Поэтому здравствуйте, жители, как у вас дела? Хенри, привет. Кто тут у нас еще? Раймонд. Ты тут у нас, получается, защищаешь, да? О, у меня, кстати, с прошлого
раза возник вопрос. Ну, то есть, когда я ударил случайно одного из моих жителей, они все за мной погнались. Если я ударю охранника, потому что в прошлый раз охранники за мной не погнались, то сейчас он как-то на меня отреагирует или отреагирует тоже только вот эти. Так, раз, и... Даже так, то есть воины не реагируют на удары, и обычные жители на меня тоже не всполошились. Интересно, это работает, зато сразу жрет. То есть, если я ударяю обычного жителя, то меня сразу убивают. А если я ударяю вот этого вот Кристиана, то всем вообще пофиг. Интересно, это работает на самом деле? Ну, ладно. В общем-то, все, я вернулся в режим Фортресса, и давайте посмотрим, что тут вообще происходит. Слушайте, я тут слегка пролетелся, вот там вот находится наше поселение, ну вот там вот видите, наверное, красный выделение. И тут я нашел лаву, и тут мне вдруг стало интересно, а что будет, если мы просто возьмем и отправим их как-то в ад? Но вопрос в том, как это сделать, потому что, наверное, это как-то даже и невозможно. Ну, типа, а как нам их засунуть в этот самый ад? Я просто даже не представляю. Но также я тут вижу заброшенный портал, и мне кажется, то, что вот к его сундуку можно и отправить экспедицию, ну, просто, типа, ради добычи. Поэтому давайте мы сейчас возьмем нескольких жителей и отправим их сюда добывать сам портал. Мне интересно, смогут ли они добыть обсидиан. Ну и, конечно, сломать сундук, чтобы посмотреть, какие там ресурсы, потому что по-другому они вроде как ресурсы с сундуков добыть не могут. Короче, все. Я их выделил, и пусть они сейчас, те, кто могут, идут копать этот самый портал. Короче, смотрите, как мы сделаем. Мы просто выделяем, получается, сундук этот, и выделяем вот так вот как-нибудь. Они добудут вот этот обсидиан, по идее, и потом вот эту территорию мы тоже им скажем добыть, ну потому что понадобится. Итак, два работяги уже отправились. Получается, это Фет и Брайан. Причем Фет у нас, по идее, это рабочий. Да, он лаберджек первого уровня. Но почему-то он отправился вместе с вот этим вот Брайаном, который, в принципе, у нас безрабочий. Зато остальные безрабочие остались там. Не знаю, как это работает, честно говоря. Возможно, это какое-то кривое обновление, и так быть не должно, но оно как-то работает, и работает это странно, честно я вам скажу. Ладно, в любом случае, вот Брайан, вот Фет, они, в принципе, уже добежали до лавы, и, по идее, да, до портала осталось совсем чуть-чуть. Давайте мы за ними прямо сейчас проследим, потому что мне интересно, во-первых, как они в воду сейчас будут отплывать. Ну они обойдут, они умные, в принципе. Но вот как дальше, давайте посмотрим, потому что плавать они явно не умеют. Ну да, это будет долго. Это определенно будет долго, но, по-моему, у них получилось, да. Они сплавились, и сейчас будем смотреть, как они будут добывать камень-то ладно, а вот обсидиан. Итак, по идее, нет, по идее пока что... они не приступили к обсидиану. И у них оба, как вы видите, ну, деревянные кирки. Вот у этого, по идее, есть этот каменный топор. Но как они будут топором-то управлять? Топором, в принципе, никак. Потому что тут нечего ломать топором. Поэтому нужно посмотреть, что у него получится с обсидианом. Но алмазный... железный... Золотой блок они сломали, и сломали, а он им выпал. То есть, в принципе, это нормально сработало. Кстати, сундук они тоже сломали, ресурсы, по идее, забрали. Но какие там ресурсы были, давайте посмотрим, я не знаю даже. Во-первых, 5 обсидиана, по идее, они столько сейчас не добыли. То есть, вот обсидиан, ну, у них уже есть как бы. И... что еще он там добыл, честно говоря, я не вижу. Но, наверное, что-то он там еще добыл. Не знаю. В общем-то, этот пытается сломать обсидиан деревянной киркой. Я так понимаю, ему это по времени займет столько же, сколько и человеку. Поэтому, мне кажется, тут просто нужно запустить таймлапс и посмотреть, как это будет работать. Просто мне лично интересно, они реально его добудут или они забьют на него. Кстати, а Брайану я пока что, наверное, выделю задачу сломать вот эти обсидианы. Пусть ломает.
Есть проблема. Куда-то делись все жители. Я не знаю, куда делся Брайан. Но он перестал работать. К сожалению, немножко отошел от монитора, поэтому не знаю, куда он делся. Ну ладно, вы увидите это на кадре. Возможно, его били мобы злые ночи. Возможно, произошло что-то другое. В любом случае, давайте посмотрим, сколько у нас обсидиана. Обсидиана у нас 9, этого вполне хватит, поэтому давайте мы сейчас построим портал где-то в нашей деревне. И посмотрим, как это будет работать в принципе. Ну, типа, я даже не уверен, что они как-то попадутся... Ух, сколько вас, ребят? 27 жителей родилось, пока меня не было. Это, в принципе, прикольно, да. И давайте посмотрим, что мы будем брать кроме обсидиана, потому что нам в любом случае нужен обсидиан. И нужно что-то ставить на углы, пусть будет это ту, в принципе. То есть делаем вот так. Потом, Роджер, стой ты. Потом делаем вот так. Потом делаем вот так. Вверх они не могут строить столбиком, да? Так, ладно, делаем вот так. Делаем вот так. И делаем вот так. Потом, Роджер, стой. Делаем вот так. И, Роджер, теперь ты делаешь вот так. И, Роджер, стой! Делаешь вот так. Потом делаешь вот так, Роджер. Вот. Да стой ты, господи. Вот так. И делаешь вот так. Стоп, не хватает. В смысле? Нужно же 10. Смотрите, получается... Значит, все-таки нужно, чтобы они добыли еще один. Так, все, короче, проблему я решил. Кто-нибудь идите сюда. Берем этот самый один обсидиан и ставим вот сюда. Все. Самое главное не поставить тут куда-то в неправильное место, потому что, ну все, типа, если ты поставил не туда, то они будут его ломать 1000 лет. Получается, мы сейчас должны скрафтить зажигалку. Я не уверен, что они смогут поджечь, но если что, мы это сделаем в креативе. То есть делаем вот так, точнее не в креативе даже, а в выживании, просто, возьмя эту самую зажигалку. Так, все, давайте пробовать. Да, и это не работает, ладно. Значит, мы делаем вот так, и, в принципе, все, поджигаем портал. И, по идее, теперь они могут туда заходить, но как мы это сделаем, я не знаю. Поэтому сначала заходим в режим Фортресса. И давайте попробуем войти в портал. Можем ли мы это сделать? Да, мы это вполне себе можем делать. Мы должны пойти глубже, я согласен. Глубже, заходим глубже. Тут стекает лава. В принципе, все прекрасно. Залетаем обратно. Что ж, и в принципе давайте посмотрим, как это вообще будет работать. Допустим, я выбираю Хенри, залетаю в ад. И заставляю его что-то тут вскопать. А я это попросту делать походу не могу, да? А если сделать по-другому? Взять Хенри. Ну или, допустим, кого-нибудь другого, Рэй. И отправить его сюда куда-нибудь. Как там нам сделать? Мы это даже сделать-то никак не можем, по сути. Ну, мы ими просто так управлять не можем. Мы должны ему дать какое-то задание. А какое тут задание? Combat мод, все. По идее, отправиться сюда он в таком случае... не может. Нужно выбрать Кристиана. И вот он как раз-таки может идти, куда тебе вздумается. Хорошо. Допустим, мы его отправим в портал. Прыгнет ли он в портал? Да, он прыгнет в портал. По идее, мы можем, получается, тут добывать тех же Блейзов, то есть... Выбираем Кристиана. И да, он может тут ходить, он, в принципе, может тут бить. Давайте посмотрим. Вот, допустим, на него, походу, идет вот этот зомбяк, да? Да, и, в принципе, он его бьет. Понятно. Они бесполезные. В общем-то, я понял. Эти жители абсолютно бесполезные в аду, и делать там им, в принципе, нечего. Ну, он от первого же зомби умер. Кстати, у нас же, по идее, из ада кто-то теперь может выходить. Ладно, по идее, они, если что, должны там разобраться. И, кстати говоря, они съедят сырую еду, да? Ну да, они жарить ее не умеют, а профессия, которая для жарки, она еще не готова. Ее еще нет в боди просто. Ладно, в общем-то, на этом я, наверное, буду заканчивать. Если вам понравилась эта серия,
О, Джеймс родился. Отлично. Так вот, если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, пишите, продолжать ли эту рубрику. И если продолжать, то можете написать свои идеи, что делать здесь, что делать в Майнфортрессе. А я всем желаю удачи и всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Чао. Пока. 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 Пока.